Hello, my darling, с вами Симона, и как я вам обещала, в качестве разнообразия мы с вами встречаемся на визуальной новелле. Название ее вы видите, по-любому, скорее всего, все знаете, если вы увлекаетесь играми, если вы вообще на моем канале вы увлекаетесь играми, наверное. Если, кстати, уже не первый раз натыкаетесь на мои видео, можно, в принципе, уже и подписаться, как бы. Уже, знаете, не чужие люди друг другу, да? Значит, решилась я на этот отчаянный шаг, потому что не смогла запустить другую игру. Это плак-плак, вообще кошмар. Но сейчас не об этом. Это значит, что у нас визуальная новелла, если кто-то еще не знает, не видел, не слышал, от создателей «Бесконечного лета», нашумевшего тоже, в общем-то, не так давно, на самом деле. В «Бесконечное лето» я играла, и я не скажу, что я была в восторге. Мне показалось немножко странным, что там можно было проиграть на середине игры и типа прям совсем не идти дальше. И, может быть, я что-то, конечно, не так помню, не так, неправильно поняла, но как будто бы что-то там было странное с этим миллиардом концовок. В общем, делать концовки ради концовок — это странно, это я так считаю. Ну, это как бы... Если вас, конечно, интересует мое мнение, если нет, то нет. И мне не очень зашло. Мне в какие-то моменты показалось, что немножечко графоманство. Вот знаете, попахивает графоманством. Там такие пространные рассуждения на миллиард. Между прочим, я вот как бы чуть-чуть зашла, я почитала начальные, так сказать, абзацы в этой игре. И я думаю, что в этот раз ничего не изменилось. В общем, я вам предлагаю под вот эту вот прекрасную музычку сейчас приготовить себе кофе, или чай, или джюс, или что вы там любите попить, покушать себе что-нибудь приготовить, и попробуем расслабиться, где-то что-то прокомментировать смешно, где-то побубнить, где-то просто порелаксировать и посмотреть, значит, на жизнь какого-то парня, который в 80-е годы живет в Японии, а парень русский. Вот, это все, что я пока понимаю про это. Давайте же начнем. Вы уверены? Да, хочу я это, я там ничего не прошла. Не переживайте, не переживайте. Я просто всегда, я же не могу так, знаете, безответственно отнестись. Я всегда сначала проверяю. Я захожу, смотрю, что там сделали разработчики. Если что-то там не доделать, то все, не проходит цензуру. Так, 3 апреля 87 года. Так, дерево. И дерево я помню. Было такое. Эти падающие лепестки сакуры. Блин, мне уже смешно, я не могу. Сейчас будет 15 лет про падающие лепестки. Неужели для кого-то это красиво? Неужели для кого-то в их круговерте есть глубокий смысл? Возможно, эта игра цвета, пурпурный бархат на фоне заката действительно завораживает. Наверняка я тоже тогда думал так же, смотрел на кружащиеся лепестки. Наверное, прошло слишком много времени, я забыл, я изменился. Такими же остались только деревья. Им все равно. Чёртовы деревья. Они родились раньше меня и переживут моих потомков. Им все равно. Они не заботятся о красоте падающего лепестка, о его скорости, угле наклона или векторе. Зачем им думать о таких мелочах? А нам зачем? Ладно. Для них это лишь привычная смена сезонов. Для меня же поток воспоминаний. Поток пошел. Дерево передо мной точно такое же, как было тогда. В тот день, когда нужно было что-то сделать, и в тот день, когда сделать уже ничего было нельзя. Господи, какая драма! Такое же! Также падали лепестки, предательски безразлично. Ох уж эти деревья! Что за ненависть к деревьям вообще? Стояло себе дерево миллиард лет в натуре. И что? Я почему-то как японка сказала. Миллиард лет! У них же нет L, они не говорят L. Короче, не понимаю, что за хейт к деревьям. Отставить. No хейта, вообще ноль хейта к деревьям.
Ведь им правда все равно, да что ж такое-то? Ведь им наплевать, что какой-то фотограф потом сделает из этих снимков целую выставку, а влюбленная парочка, возможно, станет еще влюбленнее, наслаждаясь их бесконечным танцем. Ведь это природа, это не я. В смысле? Так ты тоже природа. Как тот день, год назад, как тот день. Типа, тот день тоже природа? Наверное, не знаю. Тогда тоже падали лепестки. Тогда тоже природа не умерла, нет, пробуждалась ото сна, чтобы к лету вновь зажечь свой огонь, огонь жизни. Я вспоминаю, сидя под этим деревом, вспоминаю всю радость, всю грусть. Девушка, ты правда меня любишь? Я: да. Девушка: правда? Я: да. Хочется ответить в рифму, но я не буду. Она отвернулась, а лепестки все падали, запутываясь в ее волосах, делая ее еще красивее. Вот это красиво, вот это мне нравится. Знаешь, лепесток сакуры тебе так идет. Это я. Знаешь, лепесток сакуры тебе так идет. Она обернулась. Наверное, не хотела. Наверное, ждала чего-то другого. Изящных фраз, умных слов, чего-то не этого. А может, просто не надо копаться там, где не надо копаться. Ты сказала ей комплимент, она повернулась. Посмотреть, не повернулся ли ты. Чтоб посмотреть, не повернулась ли она, в конце концов. Девушка: правда? Я: да, конечно. Что у них за диалог такой странный? Она улыбнулась. Наверняка и я ждал чего-то другого. Господи, чего он ждал? Пожалуйста, пишите в комментариях, если здесь есть парни, пожалуйста, напишите мне, чего ждал герой. Когда ты делаешь девушке комплимент, что можно ждать? Чего? Не знаю. Она улыбнулась. Наверное, он не этого ждал. Чувств, признаний, таких же прекрасных, как порхающий лепесток. Так они прекрасные или они обычные, и вообще тебе на них насрать. Я не совсем поняла концепцию. Но ведь тогда эти слова для меня были важнее всего. Важнее этого дерева. Да мы же уже поняли, что деревом пофигу, нам пофигу, деревьям пофигу, и нам пофигу, вообще всем пофигу. Теперь деревья стали важны. Хорошо, ладно. Важнее жизни. Ведь я понял, что они тот же лепесток, только не упавший на землю, а покоящийся в руке, такой близкий, такой хрупкий, такой драгоценный. Многоточие. О, еще, кстати, хотела вам сказать, я сейчас пока включила вот эту вот типа ВХСную такую вот эту видимость, обработочку, потому что вроде как в 80-х годах происходит дело. Если вас это не устраивает, да даже не то, что в следующей серии я сделаю как бы чистую обработку, картинку, и вы мне потом уже напишите, как вам там нравится, не нравится, спи моя красавица, как вам вообще лучше-то будет. Я проснулся, сладко потянулся. Как всегда, омерзительно гудел вентилятор. Наверное, он меня и разбудил. Наверное. Конечно, надоело, но без него никуда. Лето, жара не спасают даже открытые двери. 3 часа ночи, и это отвратительная тишина. Так вентилятор отвратительный или тишина отвратительная? Что происходит? Ей-богу, хоть бы полицейская сирена, крики подвыпивших соседей или визг колес припозднившейся машины. Да вентилятор есть, звук, нормально, все. Что угодно, только не этот омерзительный шум вентилятора. Вот ты посмотри, прям не угодишь ему. Я бы давно его выключил, но так точно сварюсь заживо. Нет, это точно не вариант вообще. Да, лето в Японии куда хуже зимы в России. Я не знаю. Я не в курсе. Я с трудом встал и пошел на кухню, чтобы выпить воды. А какая она? Зима в России. Это вот твои мысли в 3 часа ночи. Такой типа, а какая она? Зима в России. Глухо скрипели полы, а остальной мой дом, 3 спальни, гостиная, не упоминая про кладовки и ванную комнату, мирно спал, не обращая внимания на единственного жильца. И ведь правда, 3 часа. Чё?
Я жадно пил, выливая половину на себя. О, блин, расточительная питьевая вода, блин, и это, между прочим, исчерпаемый ресурс на планете. Значит, завтра надо сходить в школу. Примета народная японская. Если облился ночью в 3 часа ночи водой, значит, завтра в школу пойдешь. Так что те, кто уже закончил школу, будьте аккуратны, пожалуйста, с водой в 3 часа ночи. Надо? Впрочем, кому? Да действительно, ну ее в жопу. Может быть, я сам себе придумал эту глупую ответственность, обязательство, эту необходимость общаться с людьми и ждать, когда мне выдадут ненужный квиток бумаги, символизирующий наличие у меня среднего образования. Ну, не знаю, наверное. Наверное, я опять придумал себе этот мир. Не более того, один из тех миров, которые я создаю каждый день для себя, для своих знакомых, для всего мира. Фига эго вообще у парня. Глупые условности, под которые приходится подстраиваться в одном из этих миров, в том, который большинство людей по досадной случайности считают реальным. Ё-моё. Я налил еще стакан воды и вернулся в постель. Правильно, я думаю, что после таких мыслей надо вздремнуть. Луна светила ярко, оживляя каждую пылинку. Я ее почти... Господи, это не я. В ее почти что траурном свете моя комната казалась совсем не такой, как обычно, словно дверью в другой мир. Мир, создать который не под силу даже мне. Даже. Это просто этот... Кто написал «Игру престолов»? Джордж Мартин? Вот это просто Джордж Мартин сидит реально. Серебристый луч упал на стол, медленно подпираясь к кипе бумаг. Блин, почему я сразу так предвзято отношусь к этому персонажу? Ну, потому что он, не знаю, какой-то он странный. У него странное отношение к деревьям. Я не люблю таких людей. Как у папы Карла? Что? Отношение к деревьям, как у папы Карла? Нет, почему? Папа Карло очень любил деревья. Он из них сделал мальчика, чтобы любить еще сильнее. Конспекты, незаконченный роман, письма. От бабушки, от друзей из России. И я встал и убрал этот клочок бумаги в ящик. Оно пришло год назад? Или почему это должно меня волновать? Но с другой стороны, почему оно лежит на столе? Давно пора выбросить. Я вскочил, сделал шаг по направлению к столу и замер. Но как? Ведь я пытался. И не раз. Громко зазвонил телефон. Очень громко, да не так уж громко. 3 часа ночи, кому в такое время понадобится несчастный школьник, погруженный в собственные рефлексии? Ой, это уж я даже вообще даже не рискну предположить, кто это может быть. Впрочем, я привык. Тогда к чему были эти вопросы? Ты, значит, знаешь, кто это звонит? Ответить или не отвечать? Да пошли они все нафиг, ночь на дворе, не буду отвечать никому. Телефон на мгновение затих, но тут же зазвонил вновь. Какие настырные там. Такими темпами всю ночь будет трезвонить? Алло, то есть... Это был выбор просто ради выбора, типа, не брать трубку нельзя. Алло, ты не спишь? Как видишь. Это не FaceTime, это 80-е годы. Она не видит. Очень хотелось бросить трубку и выключить телефон. Еще больше хотелось, чтобы она сейчас была здесь, рядом. Вот так это что такое вообще? Что с ним? Что с ним не так? Почему он хочет бросить трубку, но при этом хочет, чтобы она была здесь? Типа очень не любит деревья и разговоры по телефону, правильно? А почему? Откуда я знаю? Потому что ты звонишь, наверное. Трындеть, не мешки ворочить. Она пробубнила что-то бессвязное. И как дела вообще? И как они вообще должны быть в 3 часа ночи? Ну, не знаю. Отлично. Значит, отлично. Да ну тебя. А что ты хотела услышать? Хотела, то есть, просто позвонила. Да в натуре человек просто позвонил, что-то докопался до нее. То есть 3 часа ночи звонить это нормально. Вообще, кстати, это ненормально, она тоже не права совершенно. Я видела, что у тебя свет зажегся на кухне. Значит, не спишь. Вот.
Значит, еще и трындит, потому что сказал, что не спит из-за того, что ты позвонила, а на самом деле не спал, в принципе, просто так не спал. Следишь за мной? Нет, я просто, В трубке на несколько секунд повисло молчание. Наверное, она придумывала что-нибудь, что прозвучит не совсем уж глупо. Ни хрена себе заявочка! Просто мне тоже не спится. Почему тоже? А если бы я спал? Ну ты же не спишь. Вот, ну не спишь же. Ладно, давай начнем сначала. Что хотела? Хотела узнать. Она остановилась на полуслове, словно собиралась с духом, и затем продолжила уже увереннее. Ты пойдешь завтра в школу? А если и пойду? Да почему он как говно отвечает? Объясни мне, подручный. Тогда я утром за тобой зайду. Спасибо, вот еще радости-то в жизни не хватало. Уже 3 утра, а ты зайдешь во сколько? Через 3 часа? Чтоб не опоздать. Ой, блин, какая гнида. Почему он такая гнида? Знаешь что, я, пожалуй, воздержусь тогда. Ну, нельзя постоянно прогуливать, так и аттестат не получишь, а потом на хорошую работу не устроишься, а потом... Она совсем запуталась в предсказаниях моего будущего. Ничего запутанного, ты умрешь в одиночестве. О, я сделаю для этого все. Я вообще... Все, он меня расстроил. Я предлагаю проходить игру так, чтобы ему не досталась ни одна женщина на этой планете. Ну ладно, в этой игре. Только мужчина. А тут можно так? На этой Сделаем планете можно. Сделаем его пассивом. Че он вообще, блин, выделывается? Наверняка невелика потеря. Нет, для японцев это очень важно. Вот это все бюрократия, традиции, образование, вот это вот все. Это капец как важно. Не-не-не. Никаких потерь. Не закрывай дверь. Завтра с утра у тебя есть ключи. Какая разница, закрываю я или нет? А, ну да, точно. Тогда до завтра. До завтра. Я не стал спорить, просто не хотелось. Да и какой смысл? Она ведь все равно придет, все равно разбудит. Тоже странная женщина, если типа он бы сказал, что не надо приходить, она бы все равно пришла. Зачем? Так не надо делать. Так случается почти каждый день. Зачем только я дал ей ключи? Вот, действительно, тоже, если ты не хотел, чтобы к тебе кто-то ходил, нахрена ты раздаешь ключи направо и налево? Впрочем, это было давно. А, ладно. Наверняка около года назад, когда тебе пришло письмо от той, с которой вы там под сакурой сидели. Наверное, в тот же день падали лепестки сакуры. Я не могу. Да и к черту эти лепестки, действительно. Надо завести будильник, чтобы проснуться раньше, чем она придет. Не то чтобы это очень важно, просто надоело. И не только... Наверное, видя каждое утро перед собой знакомое лицо, я слишком привык к нему. А может, и стал зависим. Вот этого-то точно допустить никак нельзя. Но зависимость — это плохо, да. Так что, если хочет приходить утром, пусть приходит. Но вот будить меня я больше не позволю. Окей. Очень странный парень пока. Очень-очень странный. 7 сентября 87 года. Хорошо, не 3. Что было 3? 3 сентября? Знаю. Перевернулся календарь. Ну ты вообще, что ли? В голове сотни колоколов на разные мотивы звенело наступившее утро. Тут тебе и радостное пение птиц, и стройка на соседней улице, и графомания, извините, и веселые крики продавцов всякой всячины, и это чертово не прекращающееся ни на секунду гудение вентилятора, и недовольное ворчание рядом. Вот она! Вот тетя-путючка моя колесия какая! Пристальный взгляд огромных зеленых глаз, надутые губки и 2 рыжие косички. Она как будто бы она какая-то персикового какого-то цвета, как будто это не рыжий. Я определенно проспал. Сколько времени? Девочка взяла будильник и ткнула им мне в лицо. Что? Но ведь рано еще, запротестовал я. Кто рано встает, тому Бог подает. Это Химицу. Вот, это Химицу. Я знаю. Кимицу знает российскую пословицу.
Ну, может быть, это какой-то аналог японский. Я знаю ее, кажется, всю жизнь. По крайней мере, с тех пор, как переехал к родителям с родителями в Японию. Где, кстати, родители? Ее мама... Вот, ее мама русская. Что ты докопался до девочки? Знает она про Бог подает всем и все. Понятно? Впрочем, она развелась с отцом Химицу, когда мы были еще маленькими. Ладно, хватит валяться. Пора вставать, умываться, завтракать и идти в школу. И так начинается почти каждый мой день. Хотя за столько лет я уже привык. Мы поняли, что ты привык. Мы поняли. И ты просто ее терпишь. Она вся такая красивая, заботливая и прекрасная, но ты ее терпишь именно. Если она тебе не нравится, просто скажи ей, чтобы она не ходила и перестала это делать. Ах да, стоит представиться. Действительно. Меня зовут Николай, и я учусь в выпускном классе. Нико-кун! Голос Химицу. Покакун! Да, ну хватит. Голос Химицу звонко разнесся по дому. Теперь здесь стало не так пусто и одиноко. То есть, ты знаешь, ему нравится ее присутствие. Но он прям специально будет вот так вот кукситься, лежать и говорить: ой, че ты пришла, меня будешь вообще... Да. Не люблю таких. Я быстро умылся, оделся и пошел на кухню. Конечно, многовато места для одного. Да и вообще, такой дом рассчитан скорее на семью из нескольких поколений. Бабушки, дедушки, мамы, папы, дети, внуки. Пустое пространство давило на меня, и когда со мной были родители. А теперь я уж точно словно в музее или в библиотеке. Но кому в голову придет жить там, тем более одному? Приятного аппетита! И тебе. На столе красовались яичница и несколько видов овощных салатов. Я лениво перекидывал палочками туда-сюда по тарелке кусочек огурца. «Не хочешь есть?» «Хочу, но я ведь не животное, чтоб травой питаться». Я даже ничего говорить про это не буду. Химицу нахмурилась. То есть заварной... А как правильно? Это же два разных блюда. Рамен и рамен. Она, наверное, именно рамен имеет в виду. По-твоему, лучше? Не знаю насчет лучше, но точно вкуснее. Да... Ну... Она смешно надула щечки, как хомячок, ей-богу. Я ведь старалась. Это как в том меме. Я так старалась. Нокаут. На это мне нечего возразить. Я принялся сосредоточенно жевать. Что планируешь делать после уроков? Нет, ну это капец. Она типа ему принесла завтрак, а он еще такой... Да, это не то. Почему нельзя нормально сказать, типа... А ты мясо что, не любишь? Она бы сказала, почему не люблю? Люблю. Типа, раз уж ты обо мне заботишься, давай ты в следующий раз что-нибудь с мясом сделаешь. Мне будет приятно. Мне кажется, она бы просто... Она такая услужливая, она 7 видов мяса принесла бы в следующий раз. Ну я же не козел, травку жевать, или что он там сказал. Не животное. Ах, господи. Нормально надо разговаривать с людьми. Нормально. Не знаю, вроде бы собирались с киоски сходить в кино. А ты что что-то хотела предложить? Она отложила палочки, внимательно посмотрела на меня, как будто собиралась сказать что-то важное. Может быть. И засмеялась, пытаясь скрыть смущение. Да нет, неважно. Химицу влюблена в меня. Конечно. А мы не догадались. Я знаю об этом давно, но никогда ничего не предпринимал, а в какой-то момент настолько привык, что уже перестал понимать, любит она меня как брата или как мужчину, или как животное, которое она кормит травой. Честно говоря, мне было все равно. Ой, я весь такой безразличный, я весь такой холодный, добейтесь моего внимания, пожалуйста. Ой, если ты хочешь куда-то сходить, я могу кино перенести на другой день, фильм вполне может посмотреть сам себя. Ладно. На ее лице засияла искренняя улыбка. Искренне! Человек радуется, что этот дебил ей внимание уделит теперь. Ой, господи. Да, если честно, я хотела зайти в один магазинчик около станции, который недавно открылся. Девочки в классе только о нем и говорят последнее время. Возможно, кто-то другой на моем месте посчитал бы это свиданием. Мне же просто было приятно проводить время вместе с Химицу. Да приятно ему или нет, объясните мне, пожалуйста. Кто-нибудь.
Да и ее такой расклад, кажется, вполне устраивал. «Ты не доел!» А я и не собирался. Вдруг и обедать придется той же травой. Ага. Вот почему бы тебе не приготовить в следующий раз борщ или пельмени, я не знаю. А почему бы тебе нормально об этом не попросить? Это не завтрак. К тому же я готовила. Обиделась Химицу. В натуре еще долбани ему. Вон сковородки висят вон на стене. Дай ему в бубен. Нет, ладно, бить людей это плохо. Никто не заслуживает того, чтобы его ударили. Ну он такой бесячий. Ну да, готовила. Только совсем не так, как в детстве. Сказать ей об этом я не решился. Одно дело, когда человек не умеет что-то, чего-то, всегда можно научиться. Совсем другое, когда и умеет, и делает, но выходит не так, как от него ждут. А какого хрена вообще от него чего-либо ждут, мне интересно. Типа, зачем общаться с японкой, которая всю жизнь прожила в Японии и родилась в Японии, и ждать от нее, что она будет тебе готовить борщ? Ладно. Тогда есть шанс, что уже и не научится. Да, господи, с твоей настойчивостью она и в космос полетит. Да, прости, у тебя очень вкусный борщ. Борщ, да, борщ, повторил я. Химицу пристально посмотрела на меня. Любая другая на ее месте давно бы вылила мне на голову тарелку этого воображаемого борща, а может быть и невоображаемого. Я это не приветствую, конечно, но кто-то мог бы так сделать. «И что там за магазин, ты говорила?» «С одеждой», — ответила она, продолжая сверлить меня взглядом. «Платья, кофты...» Блин, еще один мем вспомнила, где там девочка говорила, что она хочет стать шьюхой, которую, что она будет шить всякие платья, кофточки и юбки. Ой, господи, все, хватит мемов. Спокойно. Одежда, женская. Может быть, тогда тебе лучше сходить с кем-нибудь из подружек? Нет, я, конечно, не отказываюсь, но просто как-то неудобно будет. Почему? Не знаю, просто у вас так заведено, а ты же в курсе, что я иногда не очень с местными нравами. Ой, и почему я не удивлена? И это чистая правда. Другой на моем месте уже давно бы привык к японскому образу жизни, традициям и нормам поведения в обществе. Но я сраный эгоцентрист и считаю, что эта страна должна подстроиться под меня, и японки должны готовить мне борщ, потому что я сюда приехал, и такой вот я красивый, прекрасный, и скачите все вокруг меня. Тут так не написано, если вы не смотрите, а просто слушаете. Почему так плохо? Ну, не знаю, мне нравится бубнить. Вам нравится бубнить? Пишите в комментариях. Я не знаю, какое-то ощущаю блаженство определенного рода от этого. Да хоть даже к манерам здешних старшеклассников. Это... Никто ничего такого и не подумает, ведь мы не... Химицу окончательно смутилась и от этого разозлилась. Не знаю даже на кого больше, на меня или на себя. Иногда в общении с ней, да и не только, я захожу в тупик. Я перестаю понимать, чего от меня хотят, а собеседник не понимает, почему я не понимаю. А мне кажется, что он даже не пытается понять никого. В общем, под растущим с жаждой... Чё с жаждой? Что? У меня уже мозг спекся. В общем, под растущим с каждой фразой снежным комом непонимания в итоге оказывается погребен весь смысл разговора, как и весь смысл этого предложения. Да. В такие моменты проще промолчать или согласиться. Ладно, все в порядке, никто ничего не подумает, с чего бы. Вот именно. Ой, такая она деловая, мне нравится эта эмоция у нее такая. Вот именно. Победоносно сказала Химицу и пошла мыть посуду. Она еще и посуду сама будет мыть, то есть ты не можешь даже жопу, многоточие, не можешь даже жопу поднять и помыть за то, она приготовила, принесла в посуде в своей, и пошла еще сама за тобой мыть, а ты еще такой, трава, пипец, ужасно. Кажется, такая погода в начале осени в России называется бабье лето. Как бы там ни было, в Японии в начале сентября еще стоит жара. Химицу молча шла рядом и улыбалась.
Я себе в Sims на загрузочный экран ставила такой мод, типа на замену загрузочного экрана, и там был вот этот город. Я даже не знала, что это отсюда. Оттуда. Блин, я волосами задела микрофон, потому что повернулась к подручному. Сорян. Химицу шла молча рядом и улыбалась. Я изредка посматривал на нее, пытаясь понять, о чем она думает. Может, спросить просто. Не то, чтобы мне правда было это интересно, конечно, зачем, господи, чтобы тебе было интересно кто-то кроме тебя, да, зачем. Скорее, я просто старался отвлечься от своих мыслей. Ведь падающие лепестки сакуры то и дело всплывали в памяти, принося с собой не самые приятные воспоминания. Это какой-то лепесточный маяк. А вот Химицу ни разу не говорила об этом. Не хотела бередить рану или просто проявляла тактичность. А она в курсе про вот эту какую-то мифическую мадам бывшую. Эй, прием! Земля вызывает Никокуна. А? Что? Кажется, я совсем замечтался. Мы уже почти пришли, а ты все еще спишь. Химицу насупилась. Обычно ее недовольство выглядит не столько пугающе, сколько забавно. Я не сплю, я решаю в уме вопросы вселенского масштаба. Это какие же, например? Даже она ржет над ним. Она рассмеялась. Политические или даже геополитические? Кто, если не я? Для будущего политика у тебя оценки не ахти. Это не важно. Многие великие люди в школе учились так себе. Вот хоть Эйнштейн. Понятно, ни хрена не понятно. Хватит, пожалуйста, вот лентяев, как сказать, отговорка лентяев, ничего не делать. Он не был, блин, тупым, ленивым там. Господи. Ухмыльнулась Химица. Это я ухмыльнулась. Это я уже тут просто всеми фибрами ухмыляюсь, тут сижу. Многоточие. Мы бы наверняка так и болтали о всяких пустяках, такой тревожной музыки, если бы у школьных ворот не затевалась заварушка. Несколько человек обступили какую-то девушку, издалека не разгляди. Рядом со школой прям. Смотри, тихо сказала Химицу и замедлила шаг. Я прислушался. О, это его так нарисовали? Блин, красивым таким нарисовали. А чё ты такая говнючка? Да у нее, небось, одна юбка на весь год. Ну да, это форма. Нет, за старшей сестрой донашивает. И как только таких оборванцев в нашу школу принимают, устроили проходной двор, иди на рынок рыбой торгуй. А чё плохого торговать рыбой на рынке, не поняла. Ты с ней поосторожнее, а то еще чем-нибудь заразишься. Какие гниды, я-то думала, ты самая гнида здесь, а тут похуже еще нашлись. Я же не собираюсь с ней. Да, точно, наверняка она по ночам и таким подрабатывает. Да они вообще охренели. Бедная, Химицу говорит. Химицу остановилась на секунду. А разве она не в твоем классе? Я присмотрелся. Да, действительно, похоже. Кажется, в моем. Что значит кажется? Вот именно, неужели ты даже своих одноклассников не знаешь? Знаю, конечно, это Накахита Ивамура. Я поправил прическу, победоносно взглянул на Химицу. Однако ее это совсем не впечатлило. И она у нас в классе староста. Химицу по-прежнему смотрела на меня сукоризной. Ну что? Ну не общался я с ней особо никогда. Да и она впервые со мной в одном классе. Всего-то полгода учимся вместе. Потасовка, если это вообще можно было так назвать, набирала обороты. Девочка упорно молчала, лишь все больше опуская голову. Блин, а чё она не уйдет просто? Они вроде ее не держат. Чё с ними рядом стоять, слушать это все говно? Объяснять им что-то тоже бесполезно. Отойди от них нахрен. Ее обидчиков же это только сильнее раззадоривало. Да ладно тебе, кто за такую платить будет? Смотри, чтоб за тебя не заплатил никто. Почему-то я подумала, что это девочка сказала. Да и мальчикам тоже бы на заметку на самом деле взять. Ага. Разве что пару сотен йен, я не знаю, курс.
Говорящий демонстративно открыл кошелек, набитый купюрами, достал несколько и помахал ими перед носом Ивамуры. Господи. Это уже совсем какой-то беспредел. Проворчал я себе под нос. Кстати, может быть, это на превьюшку взять? Тут же можно это как-то... О, нормалды. Нормалды. Однако проходящие мимо школьники делали вид, что ничего не замечают. Опять эти чертовы традиции. Нельзя же так. Не, Кукун, не надо. Лучше расскажем учителю. Химицу легонько дернула меня за рукав. И что он сделает? Пожурит их? Ай-яй-яй, как не стыдно. Я начал выходить из себя. Если вдуматься, то какое мне дело? Одноклассница. Ну и что? Я до этого с ней парой слов не перекинулся. С другой стороны, мне было тяжело видеть, как одну несчастную девочку травят целой стаей. А если бы ее кто-то один травил, это было бы ок. Травля — это не ок в любом случае. Вмешаться или не вмешиваться? Блин. Честно сказать, я как-то, по-моему, уже рассказывала, что я впрягалась в такую тему в школе. И это не особенно-то мне потом дивидендов каких-то принесло, если честно. Не знаю, вот ты бы как поступил, подручный? У них еще эти традиции. Короче, мы будем самураем. Сейчас, значит, левого вырубаем. То есть вмешаться. Второго вырубаем и делаем харакири. Понятно. Не, ну харакири-то делают, если они предали хозяина. Ну, не предали, подвели. Ой, я нажал не вмешиваться. Ну, не Мы вмешиваться. хотели быть самураем. А у самурая есть... У него нет цели, только путь. И все. Вот у нас путь в школу. Однако, по здравому рассуждению, это меня не касается. Я же хотела, чтобы ему не досталась ни одна женщина. Вот. Это, возможно, повлекло бы то, что она такая: о, мой спаситель. А вот нет, обломайся, понял? Я не знаю ситуацию, не знаю предыстории. Конечно, вчетвером нападать на одну девочку не дело, но мое вмешательство может только все усугубить. Ладно, ты права, наверное. Но хоть учителю-то скажите, пожалуйста. Я скрипнул зубами, отвернулся и сделал несколько шагов по направлению к школьным воротам. «Ну ты идешь?» А Химицу же продолжала наблюдать за потасовкой. «Да, прости». Многоточие. Зачем эти многоточия? Я не понимаю. И все-таки нельзя так. Я сидел возле шкафчиков с обувью и смотрел на проходящих мимо школьников. Надо рассказать учителям. И что они сделают? Ну, что? Одна мысль отчаянно не давала мне покоя. Мысль о том, что я поступил неправильно. Вообще нормально? Типа вы даете игроку выбор, потом он типа делает какой-то выбор, и вы либо делаете вид, что никакого выбора не было, либо такие: этот выбор был неправильный. Понятно тебе, ты, игрок? Ну, как-то наоборот, мне кажется, персонаж должен был сам себя оправдать, как он сделал, в общем-то, в начале. Потом начал там опять из себя рыцаря строить. Но если ты так считаешь, действительно настолько тебе не дает это покоя, ну, значит, не должно было быть варианта пройти мимо. Значит, ты идешь и впрягаешься как бы во всю эту тему. Не знаю. I don't know. А если бы ты была на ее месте, а? И все просто молча проходили бы мимо, потупив глаза. Химицу смутилась. «Моя маленькая девочка, не хныкай, не хныкай. Но ведь у меня есть ты. А если бы меня вовремя не оказалось рядом?» Я продолжал свою пламенную тираду, не обращая на Химицу внимания. «Вот если бы я заболел, например, или проспал...» Нет, проспать тебе не дадут, это мы уже выяснили. Или, не знаю, если бы я... И тут из-за угла показалась Ивамура. Ой, капец, она сейчас нам даст трындюлей за то, что мы... Почему она так смотрит? Химицу непонимающе посмотрела на меня, но затем обернулась и тоже застыла от удивления. Она у меня за спиной теперь? Что происходит? Ивамура быстро переобулась и прошла мимо, не обращая ни на что и ни на кого внимания. «Видишь, я же говорила, все будет в порядке». Да, она просто повесится. Извините. Ну, типа, реально, люди так тихо делают. Ну, вот, особенно дети с такой очень подвижной психикой. Что-нибудь такое случается, и они так вот, да, очень тихенько проходят, что-то там переобуваются, потом тихонечко сидят на уроках, а потом на следующий день выясняется,
Поэтому нельзя отравить людей, понимаете? Видишь, я же говорила, что... это я уже прочитала, извините. Не помню, чтобы она такое говорила. И вот это ты называешь в порядке? Пробурчал я себе под нос. Увидимся на обеде. Встретимся на обеде. Ты поторопись. У нас сейчас котлетки. Да-да. Рассеянно ответил я, все еще погруженный в свои мысли, и направился в класс. Многоточие. Да нахрена эти многоточия? Начался обычный учебный день. Я совсем не помню школу в России, хотя проходил туда целых полгода. Целых. Однако по какой-то причине мне казалось, что школы во всем мире примерно одинаковые, как и люди. Нет, ну правда, как еще научить ребенка уму-разуму? Если Маркони и Попов независимо друг от друга изобрели радио, то почему одни и те же лучшие педагогические практики не могут применяться в разных концах земного шара? Из этих мыслей меня вывел окрик учителя. Как бы там ни было, школу в России я не помню, и тут все достаточно строго. В конце концов, не просто так, ведь я учусь в одной из лучших школ в стране. А мои одноклассники сплошь дети богатых и знаменитых, бизнесменов, политиков, звезд эстрады. Иногда мне кажется, что я здесь просто лишний. Впрочем, и среди элиты есть почти что обычные люди. О, урок так быстро закончился, прям как в Хогвартсе. Ти-ти-ти-ти, все, до свидания. На перемене ко мне подошел как раз один из таких, Кёски. Я знаю его со средней школы, и он с виду простецкий парень. Да, такой, правда, хорошенький. Я читаю, не посмотрела даже на него. Такой прикольный парень. Без замашек местной золотой молодежи. Эй, Ник, слышал, что сегодня утром было? Я окинул класс взглядом и заметил одну из девочек, которые издевались над Ивамурой. Она недобро посмотрела на меня, но быстро вернулась к своим делам. Ну и наплевать. И что же? Спросил я, хотя прекрасно знал, о чем именно говорит Кёски. Сегодня утром у школьных ворот Кёски сбавил голос. Случилась потасовка. И сдалось им это слово. Как будто не могли придумать какой-нибудь синоним. Так... Может, и придумали. Не хотят говорить тебе. Не посвящен в синонимную братью. Да, что за потасовка? Меня все еще гложила совесть за то, что я тогда не вмешался. Кажется, парни из В-класса приставали к какой-то девочке. Правда, вот я не знаю, какой именно. Не, ничего такого не видел. От них никому покоя нет, вздохнул Кёски. Какой сопереживательный мальчик. Да, неприятные типы. Надеюсь, к нашим они не пристают. А тебе что? Если я тебя сейчас попрошу назвать хотя бы 5 фамилий учеников даже нашего класса, на третий и запнешься. Ну уж прям, твою фамилию я знаю. А еще, ухмыльнулся Кёски, ну еще, вот хоть фамилию Майкла. Тот не отрывался от книжки и, кажется, не услышал, что я говорю про него. А еще, он скрестил руки на груди, выпрямился в струну и победоносно посмотрел на меня сверху вниз. Это он такой высокий? Еще в голову постоянно лезла Ивамура, но если я назову ее фамилию, не подумает ли Кёски, что утром у ворот я видел ее? Я видел всю, а сейчас ему соврал? Нет, это уже какая-то паранойя, да, в натуре. Йоу, что делаете? Спасение пришло откуда не ждали. Около моей парты неожиданно нарисовался одноклассник. И вот его фамилию знаю. Кёски точно собрался добить меня, спросив, какая именно у него фамилия. Но тут прозвенел звонок. Друг пробормотал что-то среднее между «в этот раз твоя взяла» и «да чтоб тебя», и нехотя сел на свое место. Я надеюсь, он хотя бы по-японски разговаривает с людьми, хотя бы не заставляет их учить русский для того, чтобы дружить с собой. Ну, хотя бы. Или знаете, как очень часто русские делают за границей, типа просто очень громко говорят по-русски и думают, что так будет понятнее для иностранцев. И вовсе ему незачем знать, что там была именно Ивамура. Ей, кажется, и так живется несладко. Она маленькая лошадка. Следующим уроком был современный японский язык. Я живу в Японии уже больше 10 лет и, конечно, разговариваю свободно. Ну, славьте, господи. Но вот с письменностью у меня до сих пор возникают ощутимые проблемы. Но это нормально. Очень сложная письменность и совсем другая языковая группа.
На перемене я мигом выскочил из класса, чтобы не продолжать разговор об утреннем инциденте. Кёски был достаточно упорным и занудным. О, ты вообще просто чума вечеринок, просто... Нет, как это говорят? Не чума вечеринок? Король вечеринок, да. Чума вечеринка — это блогерша. Но все-таки не совсем бестактным, так что я скорее перестраховался. Затем шел английский, который давался мне гораздо легче. Большую часть урока я смотрел в окно на спортивную площадку, наблюдая за футбольным матчем. Вскоре мои мысли унеслись далеко от школы в тот день, когда падали долбаные лепестки сакуры. Ведь уже осень на дворе, а это значит, что вскоре деревья вновь начнут сбрасывать свой покров. Пусть палитра цветов будет другой, важно, останутся ли теми же чувства. Еще пара недель, максимум месяц, и я все узнаю. Многоточие. Звонок вернул меня к реальности, а живот предательски заурчал. «Не завтракал сегодня? Пойдем быстренько в столовую сгоняем. Да тебе лишь бы пожрать. В здоровом теле здоровый дух. Если только речь идет об объемах, а не о здоровье». Однако есть действительно хотелось чертовски. До обеда не дотерплю. Ну пошли, что ли. Тут просто он хочет есть, его зовут есть, он говорит: тебе лишь бы пожрать. Он прям не может вообще нормально контактировать с людьми. Тут дело даже не в Японии. Он просто конч какой-то, реально. Не понимаю. Почему не сказать: да, я тоже голоден, пойдем сгоняем. Что за проблема с коммуникацией? Воспоминания о сбалансированном и полезном завтраке от Химицу были еще свежи в памяти. Хотелось поесть чего-нибудь вредного, но при этом вкусного. Как назло, первоклассникам в этой школе... Первоклассным в этой школе было все, в том числе и столовая, так что на отравление рассчитывать не приходилось. Ну хрена ты вообще рассчитывал на отравление? Не могу сказать, что здесь кормили как в лучших ресторанах мира, потому что не бывал в них, но в целом меня все устраивало. К тому же в меню большой выбор блюд европейской кухни. Нет, борща там, конечно, не найти. Какая-то фиксация на борще непонятная. Мы вошли в столовую, Кёски безумолку болтал о новой серии какого-то аниме про девочек-волшебниц. Предположение, что это за аниме, в комментариях пишем. Я не сильна. Не могу сказать, что я большой поклонник, но иногда тоже смотрю. Впрочем, до Кёски по уровню фанатизма мне как от Токио до Москвы. Чё случилось? И тут бум! Меня не сильно, но ощутимо толкнули в бок. Да еще и облили чем-то. Из-за спины вынырнула девочка с подносом. Я обтекала апельсиновым соком. Как я обожаю апельсиновый сок, господи. А она ошалела смотрела на результат своих стараний. Аккуратнее! Я был больше расстроен, чем зол. Она никак не реагировала, лишь продолжала удивленно смотреть на меня. Многоточие. Наконец она, похоже, пришла в себя. Так я сейчас такая: я так и знала. Это ты смотри, куда идешь. Что? Я глупо улыбнулся и от неожиданности даже отступил на полшага. Девочка же тем временем насупилась и грозно посмотрела на меня. Смотри, куда идешь, говорю, а не спи на ходу. Вообще-то это ты в меня врезалась. И с какой-то стати мне в тебя врезаться? Я не нашелся, что ответить на это. Девочка говорила глупости, но настолько уверенно, что невольно начинаешь сомневаться в собственном здравом смысле. Здравом уме, я бы сказала. Это, во-первых. А во-вторых, это вам никого не напоминает? Чтобы кто-то говорил глупости, но при этом с такой уверенностью. Даже не знаю. Мне кажется, они нашли друг друга просто. А мне зачем? Откуда я знаю? Ты же врезался. Ладно, больше не буду, уговорила. Огрызнулся я и уже собирался уходить. Подожди, тихо сказала она. Ты же весь, промок. Я оглядел себя, картина действительно не ахти. И что предлагаешь, вместе сходить... Вместе сходить в душ? Что это? Откуда это? Почему это? Я? Да я не... Да как ты мог такое Удивление и непонимание на ее лице сменились на гнев. Ну прямо
униженная и оскорбленная. А виноват-то во всем я, да потому что ты хрень какую-то несешь все время. Ладно, забудь, все в порядке. Подожди, да не разговаривай с ней, моя хорошая. Иди, купи новый сок себе, и все. Ее интонации менялись, как погода в тропиках. Вот, возьми. Она протянула мне платочек. Я не стал спорить, взял его и уже собирался поблагодарить, но она лишь фыркнула, развернулась на каблучках и пошла в дальний конец зала к подружкам. Странная девочка. «Ник, ты... дебил!» Ладно, он не хотел так сказать. Начал Кёски, когда я сел за наш стол. Он смешно раздувал ноздри и хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. «Ты знаешь, кто это был?» «Нет, а кто?» «Это же Элли-сама!» «Сама!» «Я не знаю. Сама Элли!» Сказал он и испытующе уставился на меня, словно ждал моего возгласа. «Ах, Элли-сама, та самая!» «Сама кто?» — невозмутимо спросил я. «Да как ты можешь не знать? Еще называешь себя учеником нашей школы. Я себя так не называю, а просто числюсь здесь по документам». Ой, господи. Вот если бы ты больше времени обращал на происходящее вокруг... Ладно уж, не томи, рассказывай. Ему явно не терпелось. Кёски поудобнее устроился на стуле и с серьезным видом начал. Элли-сама, ее считают королевой школы, никак не меньше. У нее прекрасные оценки, успехи в спорте, медали олимпиад и национальных конкурсов. Нет, даже международных. Ничего себе, какая молодец-то девчонка вообще, блин. Ты тоже ее не получишь, слышишь ты, Нико-кун? Услышь меня! Ни одна женщина не достанется тебе в этой игре. Ну, слава богу, хоть не межпланетных. Ой, лишь бы вот этой желчи побрызгать. Ой. Да, любой посчитает за честь быть знакомым с ней. Ты хотел сказать облитым ею? Нет, он вообще такого не хотел сказать. Кёски не обратил внимания и продолжил. Я бы отдал всю свою коллекцию манги за то, чтобы она только заговорила со мной. Господи, ты что? Зайчик мой. Не надо. Это глупости какие-то ты говоришь. Прямо-таки всю? Ну ладно, половину. Так тоже не надо. Я прищурился. Хорошо, треть. Ладно, я все понял. Теперь за мной приедет полиция, и мне не миновать мне смертной казни через косые взгляды. Хотя, постой, я же ни в чем не виноват. И ничегошеньки ты так и не понял, вздохнул Кёски. Хотя, может, и приедет, ведь она внучка председателя попечительского совета нашей школы. Ну а что мне теперь извиняться перед ней? Да она в меня врезалась, она меня соком облила. Он опять вздохнул и уткнулся в тарелку, а я медленно повернулся на стуле и посмотрел в сторону королевы школы. Ой, блин, надо было вот эту же тоже взять. Может быть, она бы тоже даже лучше бы на превьюшку бы пошла. Блин. Судя по веселому говору и смеху, доносящемуся со стороны ее стола, Элли сама уже давно забыла про инцидент с жалким холопом. Многоточие. Сок высох довольно быстро, оставив заметные желтые пятна на белой рубашке. Мне до определенной степени было наплевать на свой внешний вид, но вот школьные нормы к такому наплевательству относились неодобрительно. Пришлось переодеться в спортивную майку и кофту. Многоточие. Следующий урок прошел своим чередом, и настало время большой перемены, а это значит, что пора идти на обед. Тебе лишь бы пожрать! Так надо отвечать, да, людям? Кажется, мы договорились с Химицу. Договаривались. Впрочем, не помню. Куда тебе там, конечно. Хотя я и так обедал буквально час назад. Можно просто побродить по школе. Прогуляться, пойти на обед с Химицу. Обидим ее сразу, чтобы она не рассчитывала на нас, нашла нормального себе парня, если она к этому стремится. Одно понятно, в классе оставаться нельзя. На самом деле я просто не хотел еще полчаса слушать пустую болтовню Кёски.
Опять рассказы про аниме, мангу, школьные сплетни. Опять рассказы про лепестки, долбаные сакуры. Это ж только тебя интересно слушать, правильно? Все остальные про какую-то фигню говорят. Каждый день новые, но постоянно бессмысленные. Нет, он мне симпатичен, он хороший друг, но вряд ли чем-то сможет помочь, когда мысли заняты совсем не девочками-волшебницами. Я не собирался идти к Химийцу, однако сказал тёзке, что пойду. Вот тут просто как гнида, играем за гниду. Будем идти по ветке гниды. Тем более, что, я так понимаю, это будет несложно с таким персонажем. В коридорах было многолюдно, да и весь двор кишел школьниками. И тут меня осенило. Крыша! Неужели он освободит мир от себя? Ладно, я шучу, это плохо. Это очень плохо и очень плохая шутка. Не самое популярное место в этой школе. Интересно, почему? Наверное, туда трудно залезть, скорее всего. Если бы я отвечала за безопасность детей в школе, я бы эти люки на замке держала бы. Я быстро заскочила в буфет за булочками и бутылкой молока. Кстати, по-моему, в моей школе так и было. Там были все эти люки, которые вели на крышу, они все были с этими замками большими. Дверные петли, отчаянно требующие смазки, противно скрипнули, и на меня налетел мощный порыв ветра. Пришлось даже сделать шаг назад и схватиться за лестничные перила, чтобы устоять на ногах. И вот я оказался на крыше. Яркое солнце слепяще било в глаза, зато тут точно никого. Или все-таки кто-то есть? В дальнем конце крыши на лавочке сидела девочка и ела... Слушайте, а почему выделено? О, бенто, коробочка с едой, обычно обед. Блин, кстати, я читала такую штуку, что, короче, в Японии вот эти бенто, и я надеюсь, что я правильно читаю, но вполне возможно, что нет. Короче, что это чуть ли не можно использовать как такую бессловесную коммуникацию между людьми, то есть там типа... для девочки вручить там какому-то мальчику вот эту вот коробочку с едой, типа контейнер такой маленький с едой, это чуть ли не признание в любви. То есть это прямо очень, очень такое вот щепетильное такое мероприятие. И там жена, значит, мужу, если там, например, собирает на работу еду, то она там как-то выкладывает все красиво. Это вот таким образом можно практически там сказать «я тебя люблю», не говоря этого. Или, например, если они поссорились, она там может, что-то я читала, какой-то положить просто рис пустой, и какой-то не изюм, а чернослив, что ли, какой-то маринованный, типа фе обиделась. Вот, короче, интересная такая штука, прикольная. Конечно, мне кажется, прикольнее разговаривать словами через рот, но как фишка интересно. Ивамура, вот так сюрприз. Я почему-то так и думала, что она будет на крыше. Ее взгляд был устремлен вдаль, к горизонту, да и вообще она выглядела мечтательно. Вспоминая утренний инцидент и всю трусость, я не решался к ней подойти. Что ей сказать? К тому же эта крыша как будто тесновата для двоих. С другой стороны, я выгляжу глупо. Если сейчас развернусь и уйду, то она подумает, что я струсил. Да и чего мне в конце концов бояться? Я медленно подошел к ней и встал рядом. Ивамура нехотя удостоила меня своим вниманием. Я думаю, что своим вниманием Ивамура удостоит нас уже в следующей серии, потому что времечко наше подошло к концу. Пишите, как всегда, в комментариях, как вам игра, как вам... Вообще, напишите, какие у вас впечатления о главном герое. Я, конечно, понимаю, что я еще могу, конечно, какими-то интонациями что-то как-то, не знаю, вас настраивать против него. Вот такая я злая женщина. Ну, как-то не знаю. Вот все, что он говорит, оно либо противоречит одно другому, либо он просто ведет себя как гнида. И, короче, я считаю, что моя тактика самая верная. Мы не будем позволять ему размножаться. Вот это моя игра. Что хочу, то и делаю. А вы пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока.